Привет! Продолжим исследовать мотивы. Узнаем, как изготавливали атлатль, что делали с ним и для чего, где нашли самый древний экземпляр и как он выглядел. Как эта находка изменила взгляды на жизнь древних. Одним из первых преодолений и стало появление атлатли. Простое устройство, которое выглядело почти игрушкой. Деревянная планка длиной примерно 40-70 сантиметров, ее вырезали из дерева, кости или оленьего рога, с небольшим крючком на конце, который позволял удерживать, а затем толкать дротик. Здесь начинается магия физики. В этот крючок вставляли длинный гибкий дротик, обычно 1,5–2,5 метра длины. При броске атлатль работал как рычаг, увеличивая длину руки. А чем длиннее рычаг, тем выше скорость наконечника. Говоря простым языком, человек буквально удлинил собственную руку. Изменив принцип метания, повысил за счет скорости, дальность и пробивную способность, что и требовалось на тот момент. Современные эксперименты показывают, что дротик, выпущенный с атлатля, мог развивать скорость более 100 км в час, а опытные метатели отправляли его на расстояние свыше 100 метров. Достаточную кинетическую энергию дротик сохранял примерно до 30 метров. Важнее в этом изобретении другое. Атлатль стал первой технологией, где человек осознанно использовал законы движения, даже не понимая физику как науку. Никаких формул, никакой механики Ньютона, только наблюдение. Если сделать вот так, летит дальше. Давайте представим, как это могло быть. Древний мастер у костра думает над усовершенствованием имеющегося копья. Длинная палка меняет бросок. Пробует еще раз. Копье тяжелое. Переделывает. Сравнивает результат. Ошибается. Снова пробует. И так, поколение за поколением, рождается технология. Не случайность, не удача, а настоящее инженерное мышление. Атлатль стал первым моментом в истории, когда человек усилил не мышцы, а призвал законы природы на свою сторону. Когда мы говорим о оружии каменного века, что представляем? Грубая палка, обычный или с трудом обработанный камень. Однажды археологи нашли нечто необычное в нашем понимании. Находка представила древних людей в ином свете. Не все мастера ограничивались только созданием оружия. Некоторые и украшали его. Перенесемся примерно на 17-20 тысяч лет назад, в поздний ледниковый период, на территорию современной Франции. Климат суровый, огромные пространства, холодные степи. По равнинам все еще ходят северные олени, бизоны и мамонты. Люди живут небольшими группами, зависимые от удачной охоты, и буквально балансируют между жизнью и выживанием. В столь суровом мире, по идее, нет места красоте. Но именно здесь археологи находят один из самых древних атлатлей, который смело можно считать произведением искусства. Самый известный экземпляр в археологических комплексах Мадлен. Его возраст около 15-17 тысяч лет. Атлатль был вырезан из оленьего рога. На его поверхности мастер запечатлел изображение животного, вероятно, горного козла или оленя. Есть и другие не менее значимые примеры. Атлатль с фигурой гиены, найденный в пещерах все той же Франции и датируемый примерно 17,5 тысяч лет назад. Подумай только. Живешь в мире, где ошибка на охоте ценою в жизнь. Каждый день борьба. Но кто-то находит время, вырезая узоры на оружии. Зачем? Быть может, это и по сей день делает нас людьми. Возможно, это делалось и вовсе не из любви к искусству. Есть несколько версий. Такие атлатли принадлежали лучшим охотникам, что-то вроде символа мастерства. Изображения животных имели ритуальный смысл. Древние люди могли верить, что дух зверя поможет на охоте. А может быть, причина куда глубже. Точно можно сказать одно. Человек впервые начал видеть в оружии не только инструмент, но и продолжение своей личности. То, что говорит о тебе, о твоем статусе, о твоем месте в группе. И здесь происходит тихая, но важная революция. Оружие впервые становится частью культуры.
не просто предметом выживания, а чем-то, во что человек вкладывает смысл, веру и даже красоту. Пожалуй, именно тогда история оружия впервые пересеклась с историей искусства. Какими невероятными не были бы технологии, со временем их сменяют все новые и новые открытия. Так теплоходы сменили парусники, с приходом пороха ушли в историю рыцари, и именно это произошло с атлатлем, оружием, которое тысячи лет делало человека сильнее, быстрее и опаснее, потеряло актуальность с приходом новых решений и открытий. Охотнику 12-15 тысяч лет назад было понятно его оружие. В руке проверенный атлатль, к которому привык. Одним точным броском можно ранить бизона или оленя на расстоянии. Технология работает уже тысячелетиями, проверена не одним поколением. Прогресс не стоит на месте. Появляется странная вещь. Гибкая деревянная дуга, тонкая тетива, легкие стрелы. На первый взгляд несерьезно. Слишком хрупко, слишком мало силы. Но очень скоро становится понятно. Правила игры меняются. Лук не обязан был быть мощнее атлатля. И это важный момент. У атлатля были свои недостатки в скорости и удобстве использования. При использовании атлатля нужен длинный дротик, широкий замах и пространство. Время на подготовку следующего броска уходило немало, ведь дротики под 2 метра с собой в карманах не потаскать. Лук стал решением скорострельности и удобства использования. Умелый лучник мог выпустить несколько стрел за то время, пока охотник с атлатлем готовил новый бросок. Да и новые ландшафты диктовали свои условия. Бесспорным лидером в применении лук стал в лесах. Если атлатль отлично работал на открытых равнинах ледникового периода, где можно было метнуть длинный дротик в мамонта или бизона, то в густой местности его использование было, мягко скажем, затруднительно. Лук компактнее и мобильнее. Стрелы намного меньше и легче. Можно было носить с собой больше боеприпасов. Примерно 10-15 тысяч лет назад, в конце ледникового периода, археологи начинают замечать изменения. В ряде регионов мира количество находок, связанных с атлатлем, уменьшается, а наконечников стрел становится все больше. Постепенно лук вытесняет атлатль своими преимуществами, несмотря на изначально казавшиеся ненадежность и хлипкость. Но история не заканчивается полным исчезновением. Удивительно, атлатль оказался невероятно живучим. У ацтеков, к примеру, он продолжал использоваться даже в XVI веке, когда в Америку прибыли испанские конкистадоры. Они называли его грозным оружием. Тяжелый дротик был способен пробить доспехи и щиты. Лук не смог заменить атлатль полностью и сразу. На какое-то время сделал его менее нужным. Зачастую так и менялась история оружия. Новое редко уничтожает старое сразу. Новое по прошествии времени ставило перед людьми вопрос: зачем использовать старый способ, если появился новый, более удобный? Так завершилась эпоха первого механического оружия, созданного человеком. Подпишись. Тут интересное об оружии.